Друзья, всем привет! Приветствую вас на выставке по деревообработке 2016 Балтимор, Соединенные Штаты. Ну и давайте приступим. Первое, что мы видим, это выставка Powermatic и сверлильный станок. Мне понравилось, как там широкая столешница, регулировка скоростей. Все такое солидное, хорошо сделанное. Там вот зажигаются скорости. Циркулярка, параллельный упор. Понравился, ездит хорошо. Все работает довольно-таки не заедает, там не просто. Посмотрел внизу, там были такие пластинки. То есть не наши, а как они называются, такая helical такая, такие квадратики. Ленточка Powermatic. Что понравилось, то, что прямо есть тоже упор, который ездит как на циркулярке. Все тоже так солидно сделано. Подъем опускания. И здесь есть отпуск натяжения ленты, что очень удобно, тоже монтированный. На колесах есть педаль, которая останавливает ленту. Такой вот шлифовальный станок. Если не ошибаюсь, там, по-моему, 20 дюймов, что-то в этих районах, то есть полметра, наверное. Регулировка подъема головы. Вытяжка имеется сверху. Что скажешь, Powermatic. Также представлен здесь Jet, что является дочерней компанией. Типа такого у меня станочек, но это более новое поколение. Регулировка скорости более удобная, электронная. Зацепил этот циклон, такой довольно маленький. Барабан. Таким образом ручку крутишь, и там по этим гармошкам ездит типа такой лопатки, и она стряхает вниз пилки. На 1,5 лошади мотор. Вот эта фирма известна SoStop, которая рекламирует то, что если ваш палец дотронется до работающей пилы, то она автоматически падает вниз. Вот это их маленькая модель. Я спросил у мужика, она стоит, по-моему, штуку или 1200, то есть недешево. Но опять же, она, если палец касается, то на пальце остается только царапина, а пила падает вниз. Мне понравилось, что вот этот ствол разъезжает в сторону, и в боковом упоре, он сейчас откроет, немножко такая выйдет. Выезжает небольшая там пластинка над этой как бы пропастью. Мне понравилось. Это большая модель. Вот, кстати, видно. Я сейчас покажу, как работает эта система. То есть там каким-то образом меняется сопротивление, когда касается палец и жидкости или что-то такое. Меняется сопротивление на пиле, и она сразу падает вниз и сразу клинится вот на этой алюминиевой штуке. То есть такой картридж срабатывает один раз только, конечно же. Потом надо вставлять другой. Очень хорошо сделан боковой упор. Ездит хорошо. Линейка там имеется. Очень удобная. Класс. И очень мне понравился вот этот упор. Попросил я мужика. Сначала даже не понял, насколько он классный. Оказывается, это как на больших станках. Это салазки все ездят. Я только не понял. Он, по-моему, сказал, что $1000 стоит только вот это вот крыло, по-моему, он сказал.
И вот она таким образом отъезжает. Можно как на взрослых станках пилить. Это, конечно, солидно. Thank you. That is awesome. Трубы такие для забора продается. Написано, что самое лучшее в мире. Я поверил, честно говоря. Смотрите, как классно. Это ручные ворота, а это электронные. То есть, когда включается какой-то аппарат, он автоматически закрывается или открывается. Такие различные суставы, что ли, ответвления. Это вообще крутится, как шарнир. Очень удобно. Обратите внимание, какие толстые сверху трубы. Вот эта штука, он сказал, это типа, чтобы искры ловила, если какая-то стоит машина, на которой пилишь железо. Так, далее это Крэг. В основном все знают по боковым шурупам. Как вы видите, они выпускают много чего другого. В частности, фрезерные столы. Это вот маленькая модель. И вот это полноразмерная модель. Как моя. У меня обзор тоже есть. Цену вы видите. Следующая палатка — это Grex. Я их знаю больше по пистолетам пневматическим. Вот у них есть линейка различных других пневматических шлифовальных станочков маленьких. Это такая солидная фирма. Дорого стоит. Я даже не знал, что они выпускают еще некоторые вещи. Скажем, такой вот пистолет на иголочке. 23 размер. Будет где-то в районе 400 или 300 долларов стоить. Оказывается, у них даже есть компрессоры с такими вот маленькими пистолетами. Она продемонстрировала мне. И даже маленький компрессор продается. Но все это стоит тоже прилично, потому что это баксов 500. Она сказала, набор это стоит или что-то в этих районах. Фирма. Короче, такая веселая тетенька. Вот такой мужик представлял тоже незатейливое устройство для пылеудаления. Но работает вроде неплохо. Просто и эффективно. Хотя вот я вижу, немножко все-таки вылетает, но не сильно. Тут мне понравилась очень выставка Боша. И я попытаюсь озвучить здесь все. Но так как я сейчас не слышу звука, то вы уж извините. Кто знает английский, пытайтесь что-то понять тоже. Я точно не помню, что они там говорили. По памяти. Значит, это такие вот вибрационные устройства. Это вообще такое мощное. Работает как зверь. Сразу почувствовал, как рука начала аж ходить ходуном. Вот такая новая модель торцовки. Как вы видите, она ходит в таких, как суставах. То, что он объясняет, что это более точно. Там подшипники с защитой, компактно и более точно, чем на полозьях, как он говорит. Пускается вправо-влево на градусов 60, причем это все вот регулируется спереди, а не сзади, потому что сзади неудобно. Тут это какая-то кнопка там спереди идет. Как вы видите. Ну, здесь стандартно вправо-влево. Я у него спросил, как насчет пылеудаления. Он сказал, что точно не знаю, сколько в процентах, но не хуже, чем что-либо на маркете. То есть я имел в виду, наверное, фистул, потому что кроме фистула я не видел, что кто-то другой такое делал. Спросил насчет цены у него. По-моему, она стоит что-то в районе 600 долларов или что-то такое. Он говорил, по-моему, 540 для шоу, что-то в этих районах.
фрезера. Кстати, есть новая модель, я потом покажу. Это вот у них новое радио. На Bluetooth работает. На синий зуб. Я хотел вот у них про шуруповерты спросить. Что у них нового в шуруповертах. Да, он презентует шлифмашинку. То есть то, что он рассказывал мне, что там какая-то двойная изоляция, как-то типа, что эта машинка висит на каком-то отдельном подвесе, что-то такое, которое защищает мотор. И за счет этого всего оно меньше передается вибрация на руку. Типа, что вообще не передается. Как он объясняет. Ну, конечно, это немножко привлечение. Все-таки вибрация есть, я попробовал. И, ну, то есть, как, в общем-то, как маленькая шлифмашинка современная. Я бы не сказал, что там уж совсем. Или, может, я уже к своему фистулу привык. Но что мне понравилось, это вот то, что у них есть вот этот вот пылесборник. Как он объясняет, там типа какое-то создается поле магнитное или что-то такое. Ну, плюс там еще, конечно, дует и вентилятор. И вот оттуда прямо воздух выходит. Это я потрогал. Так. То есть, если нету пылесоса, то, в принципе, он говорит, что 99% собирает. Потом просто нужно вот эту канистру открутить, стряхнуть с этих вот вафелек пыль и готов дальше. Но он наставит, что это 99%. Это у них самый такой топовый сендер. То, что он объясняет. И, по-моему, это последнего года. Тут я не знаю, какие новые, какие старые. Такие более... Ну, на вид они, я их раньше видел. Это, наверное, только тот был такой, самый новейший. Тут некоторые на батареях, некоторые на проводах. Ну, шлифмашинки все на проводах были. Такая циркулярочка там была, бошевская. Ну, это тоже старая модель, в принципе, ничего нового. Но удобно, конечно, что ее можно перевозить. Этот мужик мне показал новый шуруповерт. То есть, как вы видите, там сразу одеваются насадки для шурупов. Скажем, вы строите какой-то дек там, или какую-то деревянную конструкцию. И можно быстро менять. И надо какой-то завернуть болт. Хоп, на пол-инча надел, на пол-дюйма надел эту штуку, завернул в болт здоровый там. И пошел дальше закручивать. То есть вот то, что из новья у них, из удобства. 3 лампочки там LED-шных светит. Он говорит, что их можно выключать, чтобы экономить энергию. Там имеется регулировка скорости торга, крутящего момента. И это он показал, что как он работает как ударным. Я у него сейчас спрашиваю, это регулировка. Он говорит, что типа скорость влияет на крутящий момент. А это можно выключать лампочки, как он говорит, чтобы экономить батарею, если надо. Стандартная такая штука. Я спросил, на сколько вольт? На 18, он сказал. Это он сказал, батарея была на 2 ампера, то есть она стандартная, маленькая, а есть на 4 ампера, то есть она еще больше, дольше работает, соответственно. И что мне понравилось, что у них появились такие площадки индукционные, заряжалки. Вот эту дрель можно, когда работаешь, оба, я поставил на эту индукционную площадку, беспроводную, и она заряжается в этот момент. То есть, в принципе, технология не новая, но я так понял, что эта дрель это новая пока. То есть, как он говорит, работаешь, поставил, и она в это время заряжается. Я сейчас вам покажу эту площадку. Площадка вон та вот, которая с такой рамочкой слева. Ну и этот мужик мне показал немножко про фрезера. Я спросил у него, что нового появилось в этих фрезерах. Он сказал, что вот в этих вот съемных популярных моделях, раньше, как у меня, такой есть 16-17. И мне в нем, честно говоря, очень не нравилось, что
Так вот, видите, показывает он, что есть лампочки. Мне нравилось, что вот этот включатель был сверху, на моторе. А здесь они улучшили. То есть они взяли, поставили контакты на вот этой основании. Видите, как там вот черные контакты. И таким образом, когда мотор перебрасывается, кнопки выведены на ручки. То есть не нужно руку отрывать и выключать или выключать, а просто можно как в стандартном фрезере работать. Он сказал, что лампочки горят все время, когда включена она. Это мне, конечно, понравилось. И следующее такое представительство Makita, их торцовки. Я попросил мужика этого показать что-то новое. И вот он показывает два электрических пистолета забивать гвозди. Этот я не понял, он говорил на 18. Вот такая батарея маленькая, есть там более большая. То есть подбрессор не нужен. И вот он сейчас продемонстрирует, как она бьет. Это маленькая была. Также у него, он показывает сейчас, вернее, это была большая, извините, а это маленькая на 23 размер. То есть такие совсем иголочки забивает. Тоже на батарее. Опять же, не могу слышать, что он говорит, чтобы точно все перевести. Это по памяти перевожу. Я спросил у него, сколько можно гвоздей забить. Он сказал, что не знает точно. Пока еще нет номеров, ну, тысячи, сотни. Ну, в зависимости, какая батарея, конечно. Здесь, по-моему, насадка вот эта новая. Я спросил, что нового было в Makita. Ну, вы, наверное, увидите, кто пользуется Makita. У меня просто таких нет инструментов Makita, поэтому я даже не могу сказать, это последнего года модель или не совсем последнего. Напишите в комментариях, если будет такая возможность. Меня впечатлило то, что ручная циркулярка там 2 батареи из себя берет. Вот такой маленький фрезер. Мне нравится. А вот эта дама, по-моему, будет завтра. Мне муж сказал. Так, Milwaukee. Тоже достаточно популярная здесь компания. Ну, я бы сказал бы так, может быть, 3-е в лучшем случае место или 4-е она занимает после Makita, DeWalt. Где-то, может, 3-е, 4-е. Кстати, DeWalt не было, хотя, в общем-то, представительство в Балтиморе главное. Эта фирма, вы будете лучше знать, чем я. Fine. Так как здесь как-то она не особо популярна. Он просто демонстрирует, что такое более-менее новое. Он сказал, что вроде бы в последние 1,5 года эта дрель появилась вот с этой сменной головкой. Как-то здесь больше Fine представлен вот этим вибрационным. То, что они делают, такая вибрирует, такая пила, маленькая пилочки. А вот чтобы их не пылесосы или их дрели, как-то их и нигде и нету. Кроме вот этого шоу нигде больше не видел. Хотя это очень старая фирма и делает эти дрели уже не знаю сколько. Даже не знаю почему. Как-то они не смогли застолбить место на этом маркете. Шлифовальная машинка, я спросил у него, это как Rotex работает, то есть просто по кругу, или как орбитальный сендер, как орбитальная шлифмашинка. Он сказал, что как орбитальная. То есть не как фистул по кругу. Ну, вот это вот их пылесос. Я единственное, почему знаю, что они выпускают пылесосы, потому что у товарища такой был. Он в каком-то магазине работал, там купил. А это ребята какие-то продают свои какие-то изобретения. То есть, в общем-то, у них есть такой вот упор, который ездит по направляющей, и любая циркулярка ручная берется, к ней один раз прикручивается вот эта база, и потом эта база ездит по этой вот полосе. То есть что-то вроде получается фистула или, не знаю, Makita. То есть можно взять любую старую циркулярку и вот таким образом это сделать. Ну и тогда мы показывают просто, как это осуществляется. С помощью вот этого вот лекала ставится и потом один раз закручивается. Видите, как старая циркулярка превращается в несовременную. Такая не совсем известная фирма, Triton, ну, они достаточно неплохие фрезера делают.
такая, я бы сказал, полубюджетная, но я бы сказал, что в последние годы они, может, даже немножко и лучше стали. Этот мужик рассказывает об вот этом модульном станке. Мне, кстати, понравилось. То есть это вот можно ставить в него либо вот эту перфорированную столешницу, типа фистула, либо резервный стол, либо циркулярная пила там стоит. Он говорит, что пока у них только 3 или 4 модуля есть, но потом появятся еще какие-то. Вообще, конечно, идея интересная. То есть, у кого нету много места, можно вот таким образом перекидывать эти дела все. Цена ее, я у него спросил, каждый из этих стол стоит что-то такое $400 сам стол-то стоит, куда модули ставятся. Ну, а модули там от $200 до $300, что-то такое. Я спросил, сколько будет все вместе стоить. Он сказал, что где-то около штуки. Чуть-чуть ниже штуки. Если вот все эти 3. Резервный стол, это вот столешницу с отверстиями, и что там еще было, и циркулярка. И сам стол как бы в районе штуки будет. Интересная идея, мне понравилось. Я спросил у него фрезер, не видел у них. Ну, такой, ничего особенного у него, в принципе. Он на 12,5 дюйма, 2 ножа, ничего особенного. У кого-то они купили патент просто. Потом он показывает там 2 линейки у них джелей. Одна, по-моему, на 12 вольт, а другая то ли на 18, то ли, по-моему, на 18. Я потом подойду немножко ближе, покажу. Мне, честно говоря, больше понравились их рубанки, электрорубанки там были серьезные довольно. Вот тут внизу, который лежит, я покажу потом поближе, на 7 дюймов аж. Сейчас он мне покажет вот эту машину. Они, наверное, купили у Тормека патент, скорее всего, и вот создали ее. Дальше вот вышла циркулярка с лазером. Вот они в основном известны были вот за счет этих фрезеров. Этот интересный. Я даже не знаю, как это называется. Это не фистул, как домина, а он делает просто такие шканты. Сразу 2 шканта сверлит рядом. И он, получается, что $300 стоит, я уже забыл, сколько цена. Ну, где-то я посчитал, где-то в районе 20% от домина машины. Это ленточная шлифовалка, рубанки. Вот этот он показывает, что можно прямо, видите, как если открывается крышечка защитная, то он может идти прямо как рубанок, у которого лезвие Rabbit, то есть с самого боку может начинать. Вот этот монстр мне понравился, 7-дюймовый, то есть 7 на 2,5, получается в районе 20 с чем-то сантиметров, я так понял, да? Сейчас что-то не успеваю сообразить. И вот шуруповерты различные. Это, по-моему, у них там 17 или 12, ну, на какой-то стороне, 18-12. Цены я не вижу там, если честно. Ну вот я подошел потом с этой стороны показать. Видите, как этот модуль поднимается. И что тут? Какие-то зажимы, защелки. Это, наверное, защелкивает просто этот модуль. Кнопка выведена там. Ну, честно говоря, как-то он хлипковато немножко мне показался. Как я покачал его, не особенно я был впечатлен этим. Ну, может, разве что, если действительно уже совсем не то место. И это, конечно, выход. Вот этот вот, не знаю, как это называется даже, какой-то зажим такой огромный. Вот это мне штука понравилась. Ты ногой подкачиваешь, потом она сама отъезжает. Ну, и это какое-то просто продолжение. Вот я еще раз все-таки подошел к этому 7-дюймовому рубанку. Это шире, чем мой фуганок, который стационарный. У меня на 6 дюймов, а этот на 7. Ну вот вы видите, что у них уже система это встроена для того, чтобы подвешивать их на фрезерный стол. Вот это тоже, кстати, чем они известны. Тритоны эти. Ихние фрезера достаточно... У них есть там мощные, там на 3,5 лошадиных силы. То есть это там максимум по амперажу будет. Отлично ставить их в стол. Не надо покупать никакие дополнительные устройства, которые там поднимают, опускают. Ну, если кто-то так хочет купить, то тут она уже встроена. Тоже интересная была презентация. Это Abortec. Наверное, знаете, ребята, насадки она продает на болгарке. Ну, а здесь у них уже, кстати, эта насадка у них новая. Она, видите, как прямая, а там внизу каким-то образом она очень агрессивная. Но за счет того, что там вот этот вот идет как чехол сверху, то можно прямо ее вдоль чего-то водить.
И безопасно такие небольшие какие-то выбирать выемки. Сейчас он продемонстрирует и другие тоже. У меня там уже несколько болгарок, кстати, лежит. Так, что это? Это он говорит, что типа как орбитальная, осциллирующая, как шлифмашинка работает точно. Он говорит, он палец прямо не представлял. Она просто туда-сюда как бы идет. То есть она не по кругу крутится все-таки как. И таким образом можно зашлифовывать вот различные такие вырезанные выемки очень быстро. Они продают там различных грид, то есть там от 60 там, до 200 или что-то такое он там говорил. Из того, что у него как бы и края, можно вот прямо так скульптуру, в общем-то, вышлифовывать. И это за счет того, что она не очень агрессивна, не по кругу крутится, а осциллирует вперед-назад, она не сотрет как бы скульптуру, что ли. То есть она не настолько, потому что если бы она просто крутилась по кругу, она была бы очень агрессивной и нарушала бы тогда как саму скульптуру. А это они уже продают целую такую какую-то болгаркоподобную машинку, которая уже встроена маленькая такая насадка, и она очень агрессивная. Вы видите, она... Ну, хотя она такая агрессивная, она все-таки не бьет. Если там где-то попадает на что-то, вот есть такие, знаете, насадки на болгарку, которые по типу, как она называется, цепная пила, вот та бьет опасная штука, а вот здесь они как бы делают таким образом, что она достаточно безопасная и агрессивная в то же время. Хорошо она берет. И что-то он здесь еще будет сейчас показывать. Ага, это он будет как долото показывать. То есть, таким образом, как он говорит, это как будто даже как бы немножко обман идет. То, что ты берешь прямо и ты как будто сачкуешь, как бы он говорит. И таким выбирает очень хорошо. Ну и, в общем-то, эти долоты меняются очень быстро. Он сейчас поменяет на более большую. Как видите, раз, щелкнулся и пошел дальше работать. А это вот старая насадка, которая уже давно, в общем-то, на маркете, Veritec. Она такая довольно агрессивная. Вот видите, он как прямо все то, что он сделал, сейчас он прямо и выровняет. Ну, это такая уже, как я говорю, давно была на рынке. Вот та первая, которую я показывал, Turbo Shaft. Она что-то, он, по-моему, сказал, баксов 100 она стоит, он сказал. А это он говорит, что старые, и уже почти они ее снимают с производства, но пока еще продают. Ну и этот известный Panther Router Матиаса, только это уже алюминиевая версия, которую он, видимо, сделал для продажи. Ну и этот мужичок, он просто объясняет принципы работы Panther Router. Ну, я думаю, все, в принципе, смотрели эти видео, примерно понимают. Просто что интересно, что все так солидно сделано, красиво. Алюминий, пластик, зажимы такие солидные. Даже не спросил я, честно говоря, сколько это стоит. Наверное, можно посмотреть это все на их страничке. Неплохая машинка, потому что я посмотрел, что кроме того, что она делает вот эти штуки, я потом покажу немножко дальше, кроме того, что она делает пазы и шипы, там еще можно различные делать и ласточкин хвост, и какие-то еще такие неправильной формы вещи. То есть это, конечно, ее диапазон довольно широкий. И, в общем-то, самому можно найти даже шаблоны делать, какие хочешь. Я видел это Fine Woodworking, это такой журнал за 86 год. И там даже есть планы из фанеры, как такой боковой должен сделать. Матиас взял, видимо, старую идею, доработал ее, сделал схемы, ну и
смог это пустить все на рынок. Но, повторюсь, идея, в общем-то, это не новая. Он показывает, что плотно заходит все хорошо. И там вот имеются различные другие насадки, с помощью которых можно сделать ласточкин хвост. Показывают фрезы, потому что хвосты нарезать не надо так вот, а чтобы шипы, то другой фрезой и по другим там ездить. Чуть поменьше. Ну и также есть для таких ящичных соединений различные расчески. Нет, он показывает просто изделие, которое получается с помощью этого. Кстати, я видел, что Матиас послал вот такой пантератор для какой-нибудь для испытания Фрэнку Хауэрсу. И вот он с помощью такой какой-то необычного шаблона, такого кривого, в своих огромных вот этих вазах деревянных на токарном, вот типа такого что-то, вырезал такие дыры там и вставил такие вкладыши. Есть видео у Фрэнка Хауэрса. То есть довольно-таки универсальная машина. Этот мужик демонстрирует, как работает вот эта система. То есть просто закладываются доски в нее. Это как струбцина, которая в 4 стороны она сразу сжимает. Такой на вид итальянец, и, конечно, презентация такая, очень такая эмоциональная, итальянская. Прикольно он рассказывает. Вот, значит, потом он эти все штуки вставляет. Как он объясняет, что там будут со всех сторон происходить зажим. Спереди, сверху, снизу, спереди, сзади. Ну, в общем-то, идея понятна. Мне в этой системе, честно говоря, больше всего нравится это то, что она висит на стене и не занимает места. И когда панель клеишь, она тоже места не занимает. А то начинаешь клеить где-нибудь или на столе, или на полу, и снимаешь кучу места сразу. Все это закручивается делом. И потом он говорит также, что можно сразу несколько панелей клеить. То есть, если вынести там какие-то шпильки, вот он говорит, вот там вот снизу, то можно там и сразу 2 панели склеить. Что мне тоже понравилась такая идея. Ну, сказал, что самое лучшее в мире, короче. Тут так какой-то просто сбор блатных. Вот это вот фирменные зажимы параллельные, беси. Это какие-то вот вешать удобно параллельные зажимы. Здесь какие-то запцацки для пылеудаления, систем пылеудаления. Удобно просто под разные диаметры, под разные системы. Можно всякие переходники там найти. Недорого. Эти вот матики мне понравились для фрез с отверстиями. С такого вот твердого поролона, наверное, куплю себе один. Ну, тут так себе. Какие-то ленты продаются готовые под разные стандарты. Эта система неплохая, мне понравилась. В принципе, такие салазки, скажем. Красивая там линейка с градусами. Как бы обе стороны работают либо вместе, либо отдельно друг от друга. В принципе, интересная система. Цену не спросил. А это мужик демонстрирует просто такую систему. Она старая уже, ничего там такого нету нового, но может кто-то не видел. Там фишка в том, что можно делать вот эти вот соединения, как типа ласточкин хвост, там любых, каких угодно форм. Вот в данном случае он делает какие-то ушки Микки Мауса или что-то такое. Это все делается быстро на фрезерном столе. И они, конечно, там подходят друг к другу идеально.
Сейчас он сделает другую сторону и покажет, как все это дело соединяется. Ну, для таких вот подделок, ящиков, это довольно неплохо. Что-то для детей, может быть. Им такое может понравиться. Какие-то там ушки разные. Я потом покажу разные примеры там. Ну и потом просто это дело все забивает он. Показывает. Вот так. Красиво. Для детей, может, или для собаки. Ну вот различные примеры. С помощью вот этой машинки можно сделать такие соединения прикольные. В принципе, наверное, и самому можно такие лекала здесь сделать. Сколько успел, снял первый день, потому что еще мастер-классы снимал параллельно, которые потом выложу отдельно, иначе это будет просто слишком много. Завтра пойду снимать снова. Думаю, что на следующей неделе выложу день 2 и день 3, может быть, даже потом. А потом еще и мастер-классы. Ну, тогда до встречи, ребята. До свидания.